Всем привет! Вы на канале Кочевники. Меня зовут Ульяна. Меня зовут Артем. А меня зовут Амелия. И сегодня мы приехали в Австралию! Австралия – это очень далеко. Это одна из самых далеких и труднодоступных стран для россиян. Здесь спрятан совершенно удивительный мир разных фантастических животных, будто спустившихся с другой планеты. Я готова была 3 часа трястись в поезде. Ради этого? Дорого ли в Австралии? Блин, тут очень дорого. Полная дорога сбитых мертвых животных. Цена по безопасности не сравнится. Мы продолжаем наше кругосветное путешествие в стране, которая занимает целый континент. Мы и сами до сих пор не верим, что, пролетев целый земной шар из Южной Америки, мы оказались здесь. Сейчас мы покажем вам Австралию нашими глазами. А сейчас подписывайтесь, ставьте лайки и погнали с нами смотреть удивительную и красивую страну Австралию! Вот так вот поезд выглядит на втором этаже. Это второй этаж. А это первый. Там у нас Артем сидит с чемоданом. Мы минут 10 прогулялись и дошли до конца нашего маленького райончика. Вот смотрите, какой он прикольный. Просто маленькие пятиэтажки стоят, дай бог пятиэтажки. А вот там двухэтажные, трехэтажные дома стандартно стоят. И явно частный сектор такой уютненький, прямо напротив театра. Вообще офигенно. И здесь же тут же у нас свой собственный вьюпоинт. Вышел, и вот тебе целая площадка именно вьюпоинта на театр. Еще прикольно то, что нам-то холодно. Вот сейчас мы приехали, нам довольно прохладно. Растут пальмы, как они в таком холоде растут. Ну, у них не всегда холодно. Но самый прикол, вот выходишь на балкончик такого домика в труселях. Просто это офигенный вид. Это вообще один из лучших видов у тебя с балкона, который может быть. Дядечки рыбачат прямо посреди города. Как вам? А мы пойдем сейчас смотреть даунтаун. Вон небоскреб, мы сейчас гулять пойдем. Идешь, вроде красиво, все хорошо. Мы отошли 5 минут от нашего супер элитного лакшери райончика и зашли под мост. И зашли в Рио. И попали в Рио. Вы бы почувствовали этот аромат благоухания весны вот здесь. Вся улица в цветах, все в фиолетовых цветах. Боже, это какая-то сказка. Мне кажется, что мы попали в сказку. В Мексике жаккарды цветут в марте и апреле, а здесь, смотрите, в октябре и ноябре, потому что все наоборот. Вот Джакарту можно и в Мексике посмотреть, а вот такую хрень в Мексике не посмотришь. Если бы мне когда-нибудь сказали, что мой ребенок будет на набережной в Сиднее гонять чаек, я бы, наверное, никогда ни за что не поверила. Сказала бы, что этот человек, скорее всего, сошел с ума. Это невозможно. А вы знаете, что мультфильм «В поисках Немо» снимали в Австралии? И вот именно такие чайки в этом мультике нарисованы. Мы вышли из метро, и нам надо переехать на ту сторону, где театр находится. Есть вот этот мост, там машины ездят, но пешком там, по-моему, нельзя ходить. А есть вот такая речная прогулочная штука. На нее садишься, прямо из метро выходишь на кораблик и до того берега. Вот так вот мы садимся в общественный транспорт Сиднея, в общественную транспортную лодку и едем. Едем в аквариум сиднейский. Я тут подумала, вот Амелия стояла только что на носу корабля, вот здесь люди стоят. И, в общем-то, здесь упасть за борт вообще ничего не стоит. Почему в России такое невозможно? Потому что в России есть ответственность. У нас перевозчик, ну вообще все отвечают за безопасность пассажиров. Чтобы, не дай бог, ты куда-нибудь не упал и с тобой что-нибудь не случилось. Если ты упадешь за борт, отвечать будет, скорее всего, капитан корабля, ну и либо транспортная компания. А здесь никто ни за что не отвечает, там даже надпись есть, что если ты ходишь по открытой палубе, то будь доволен и будь готов отвечать за себя сам. Мы с Амелией пришли в аквариум в Сидней, Sea Life. Тут есть пас на несколько достопримечательностей города. Аквариум, маленький зоопарк, телебашня сиднейская и музей Мадам Тюссо. За меня плюс Амелию я заплатила 116 австралийских долларов за 2 билета. Hello. Thank you. В общем, самая прикольная часть этого аквариума – вот этот вот стандартный коридор над рыбами. Небольшая информация про нее. Ламантин – это морская корова, млекопитающая, как дельфины
или киты. И вот она живет одна совершенно одинешенька в этом бассейне. Периодически выплывает, дышит и потом снова поднимается на поверхность. В общем, здесь есть еще второй туннель, тропа акул или типа того. Вот такие зубастые есть акулы, прям с настоящими большими зубами. А за дополнительную кучу денег можно даже опуститься сюда в аквариум. На самом деле аквариум очень классный. Я от него вообще такого не ожидала. Тут очень много залов, очень много всяких разных рыб. Амелия тут еще познакомилась с девочкой из Италии, они тут болтают на английском. Как же круто, что ребенок говорит по-английски. Это, наверное, моя лучшая инвестиция в нее за всю свою жизнь. Кто здесь? Да. Ой, привет. Конечно, ребята, в Австралии дорого, но вот за эту порцию я заплатила 900 рублей. Смотрите, какая огромная рыба размером с мою руку, вот, с 2 руки. Плюс просто гигантская порция риса, плюс гигантская порция салата с морепродуктами. Если бы это не было наложено вот так вот в миску, а было бы по тарелкам разложено, это вообще просто шикарная порция за 900 рублей тут на троих. Прикинь, вот такую встретить на улице. Кобра, наверное, кобра побольше была немножко, да, на Шри-Ланке, которую мы видели? Она хочет спрятаться. Давай не будем ей мешать, пойдем в следующий. Давай, пойдем. А это тасманский дьявол. Ест какое-то животное, объедает, смотри. Это прям со шкурой. Поедем на остров Тасмания или нет? Или сегодня решили? Вомбат спит. В темноте и кенгуру пришла к нему. Ягуар, вот он. Самая большая и опасная птица в мире. Он очень легко нападает, особенно учитывая то, что папа воспитывает малышей. Тут вот кенгуру прыгают в свободном выгуле. Ну и вот мы стоим за сеточкой. Конечно, кенгуру, наверное, ничего не стоит сюда выпрыгнуть, но они почему-то не выпрыгивают и на нас особого внимания не обращают. Конечно, погладить их здесь или потрогать тут, конечно, нельзя. Хотя на картинках было как будто бы можно. В общем, погода в Сиднее ужасно непредсказуемая. Только что светило солнце, яркое-яркое, а теперь идет дождик. Смотрите, Амелии разрешили погладить кенгуру. Милый? Ой, пушистый, потрогай. Сейчас потрогаю. Это не как твой микрофон. Ой, правда. Такой мягкий, как, я даже не знаю, как мягкая игрушка. А можно трогать только попу, голову нельзя. И, Амелия, аккуратно, пожалуйста. А в этой клетке живут сахарные поссумы. Это животные у нас с Артемом жили, когда мы только поженились. Они даже плодились и давали потомство. Из сумки, вот у нее там внутри сумка, они давали потомство. Я для Ютуба покажу на фотографиях, когда мы были владельцами этих замечательных, классных, потрясающих зверей. А еще здесь продают типа завтрак с коалами, и нам реально очень повезло, что мы попали в тот момент, когда они, вот одна хотя бы не спит и двигается, и кушает. Вообще они кушают и спят, и больше ничего не делают. Смотрите, какая красота! Боже мой, посмотрите, это же просто вау! Просто как будто нарисовали, да, на картинке. Возле прям театра мы увидели надписи. Нам говорят, вы хотите посмотреть? Да, они здесь. Пойдем смотреть скорее. Кто это тут сидит? Вау! Смотрите. Я видела в роликах по Сиднею, что в реальности театр не выглядит таким классным и масштабным, каким он выглядит на фотографиях или на видео. Но для меня выглядит он и правда классный, очень большой, очень красивый. Очень много здесь места, много места для прогулок. Вокруг просто потрясающий вид. Вайб, конечно, у Сиднея непередаваемый. Пятница, такое настроение. Все люди бегут в бары, в рестораны, все пьют пиво, уже отдыхают. Вечер. Спустя 3,5 часа мы с Амелией таки добрались до Голубых гор, которые находятся в 89 всего лишь километрах от Сиднея, но ехать 3,5 часа. Ты готова была 3 часа трястись в поезде ради этого? Да ты мой молодец, путешественник. Говорят, что на этой смотровой площадке всегда дофига народу и все друг другу мешают. Но посмотрите, сегодня суббота, больше 2 часов дня и никого нет. Ну, то есть, конечно, но не то, чтобы такая толпа, чтобы мы попами терлись и друг другу мешали. Есть идея, почему назвали площадку смотровую «Три сестры». Потому что 3 горы. Да, потому что 3 горы рядом, боже мой. Каньон, конечно, дух захватывает. Ой, какая высота. К сожалению, вам не видно, но просто аж
дурно становится от того, насколько высоко. Но вид на Три сестры, конечно, обалденный, очень здорово. Забираемся, мы зашли вот на такую кабинку, со всех сторон открытую. 3, 2, 1. Пришли мы здесь на дорожку, попали в Rainforest. Дорога здесь есть на 10 минут, на 20 минут и на 50 минут. И та, что на 50 минут, как я поняла, содержит в себе динозавровую тропу. Везде расставлены динозавры, вот, и некоторые из них еще и шевелятся, как вот этот, периодически. И меня вводит в какой-то ужас. Они, конечно, очень классно сделали, потому что сам по себе Rainforest, он такой довольно скучный. Ну, чего тут, просто лес, идешь просто по лесу. Ну, так, для взрослых, наверное, интересно, детям, конечно, не так интересно. А здесь, вот, знаете, я когда увидела «Три сестры», я подумала, блин, сделали, как обычно, достопримечательности из ничего. А по факту, помимо этого, они сделали еще железную дорогу, канатную дорогу, динозавровый путь. И это, конечно, тропу динозавровую, это, конечно, очень круто. Детям скучно просто идти, а тут они идут, разглядывают, рассматривают динозавров. Ну, классно же, вот просто ничего не стоит, а добавленная стоимость к твоему аттракциону или месту просто плюс миллион. В описании под видео оставлю ссылку о том, как добраться своим ходом, там все с картинками, все очень понятно. Девушке, которая написала эту статью, просто огромное спасибо от всей души. А сейчас, если вам нравится наше путешествие, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки. Поехали дальше смотреть Австралию. Смотрите, как в метро сиденья откидываются. Раз. Деньги есть, ума не надо, да? В общем, мы долго выбирали, какую взять машину, вот эту или вот эту, Mitsubishi или Honda. Просто вынесли весь мозг девочки. Очень плохо, когда есть выбор, это просто отвратительно. Дали бы нам машину, сказали, вот выезжайте и не пиликайте. В общем, в итоге взяли Honda, потому что она новее, и там всякие электрические штучки-трючки, не знаю, Артем разбирается, я не сильно поняла. Хотя изначально он прям хотел эту, но взяли в итоге Honda. Обычно мы арендуем всякие мелкие машинки типа Kia Rio, всякое вот такое вот. В этот раз у нас тяжелый путь, далекая дорога. Есть вероятность снести какой-нибудь кенгуру и остаться лучше и безопаснее. В Австралии ездить все-таки на больших машинах. Мы взяли полную страховку на все случаи жизни. Сказали, что если вы собьете кенгуру или что-то случится, ваша задача только остаться живым. А все остальное страховка покроет. Приезжаете в офис, вам все говорят, на остров Кенгуру вам не попасть. И мы в Аделаиду. Не сдаем. И в Аделаиду вы не попадете, вы никуда не попадете. Вот здесь вокруг Сиднея катайтесь. Вот вам Мельбурн, максимум потолок ваш, и все. Аделаида — это уже другой штат, это далеко, и в большинстве компаний они говорят, ну вы так-то до Аделаиды доехать можете, какая бы дорогая страховка у вас ни была, в Аделаиде она не работает, а на остров Кенгуру вы вовсе попасть не сможете, потому что мы запрещаем на наших машинах садиться на корабли. Нам повезло, что там была русскоязычная китайка, которая говорит на прекрасном русском языке и ни разу не была в России, кстати, и она нам очень помогла, она начала сама обзванивать все конторы, нашла одну, в которой нам сказали, что да, можно, пожалуйста, приходите. Единственное, что на острове Кенгуру ни в одной прокатной конторе нигде и никогда не работает страховка. Вся ответственность за любой акцидент на острове Кенгуру, все только на вашей ответственности. Вы платите за это сами. Там есть выделенные территории, куда мы не можем ехать и где наша страховка не работает. У них сразу маячок на машине срабатывает, и они начинают экстра километры считать вам дополнительно. Ладно, мы поехали. А если вам нравится наш канал, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, подписывайтесь на мой инстаграм, на мой телеграм, где я делюсь всякими лайфхаками и интересностями в прямом эфире. И поехали дальше смотреть Австралию. Все наоборот. Дворники включены всегда, потому что ты на автомате поворотник включаешь, а это дворники. Короче, все наоборот. И ладно, еще полбеды, если бы машина была все наоборот. Так еще и движение все наоборот. Правда ли, что можно сбить кенгуру? Во-первых, у нас полностью полная дорога сбитых мертвых животных. Во-вторых, вот смотрите, едем вдоль дороги, пасется красавчик. Вот такой он просто огромный, вам плохо видно. Но если такого сбить, то, в общем-то, есть вероятность, что это будет твое последнее путешествие на свете. Ну что, друзья, как вы, наверное, уже догадались, столица Австралии вовсе не Сидней. Нет, не Сидней. Давайте поиграем в урок географии. Угадайте сейчас, какая столица Австралии. Канберра, Брисбен, Мельбурн или Аделаида? Выбирайте, только чего не гуглите. И правильный ответ – Канберра. Как во всех европейских городах, все стандартно. Парламент или правительство, церковь, суд. Все, 3 здания. Ну и Макдональдс, конечно. 4 здания стандартно, которые будут у вас в центре города.
Вот так вот мы идем по зарослям. В центре Канберры. Вот по такой вот По узенькой дорожке. Зато в Канберре прыгают по газонам по вечерам кенгуру, бегают опоссумы, летают попугаи, в отличие от Сиднея. Ну, в Сиднее, наверное, тоже где-то местами есть, но в центре, конечно, такого не увидеть. Это здание парламента. Здесь написано Wrong way, go back. Сюда нельзя, проваливайте отсюда. А это, между прочим, друзья мои, центр города, столица, парламент. Вот какой он в понедельник. Можете себе представить возле Кремля вот такой трафик? То есть полное его отсутствие. Канберра, наверное, это большой город, и вся движуха находится не в этой части. Но на первый взгляд мы прошли уже сколько? Минут 40 гуляем, и вообще никого нет. 1,5 машины. Еще бывает кенгуру попадаются, но мы пока не видели. Зашли мы в парламент, пока ничего не примечательного, просто в здание нас пустили бесплатно, проверили всякие телефоны и так далее на ленте и пустили, все. Пока рассказывать нечего, пойдем посмотрим. Такие здания, знаешь, как в какой-нибудь школе, когда ты открываешь дверки, там можно там вещи повесить, сменку поставить. Да-да, такой спортзал. Ага. Точно, спортзал школьный. Ну. Школьный спортзал. Вот, и эти комнаты, здесь двери, вот везде двери. Такое ощущение, что это вход в раздевалку. В туалетах здания парламента Австралии специально для приезжих делегаций есть специальная памятка. На нас смотрит девушка, прям целенаправленно на нас, говорит: привет, как дела? Мы такие: хорошо, спасибо, а у вас? Она такая: да, я тоже fine, thank you. И мы думали, что мы что-то нарушили, или, может быть, она что-то хочет нам сказать. Она такая: have a nice day. Мы такие: что? Чего ты хотела? Ну, в общем, это просто такое дружелюбие. Она просто нас увидела, просто поздоровалась. Странно, необычно и очень приятно. Магазинчик при парламенте. Вот у них здесь есть кружки с премьер-министрами Австралии. Вот, например, с текущим премьер-министром без даты выглядит. Просто это очень кринжово, как будто это надкровные надписи какие-то. Тут есть всякие разные сумки, книжки, носки. И даже есть футболочки для детей. Leader of the house. Ну тут ничего нет, просто кафе и такое все очень минималистичное. Без изысков. Не помпезно. Меня зовут Ульяна, мне 33 годика, и только сегодня до меня дошло, почему вот эта штука называется кенгурятник. Я купил сигареты только что. Честерфилд стоит $40. Чипсы стоят где-то рублей 400. Бананчики по 350 рублей. Картошечка тоже по 320 рублей за килограммчик. Есть вот немножко что-то, какая-то уценка. Нам подходит. Салат по $1. Мы заплатили 1200 рублей за игрушку, чипсы и вот какую-то газировку, лимонад. К вопросу о том, дорого ли в Австралии. Блин, тут очень дорого. Ехали мы в Мельбурн и сошлись во мнении с Артемом, что напоминает какую-нибудь Бразилию или Мексику. А дальше так едешь, и у тебя такой даунтаун впереди. Ну что, ты сегодня подпривык к правостороннему движению? Подпривык, что, 1000 километров проехали. Полегче уже, чем в первый день. Первый день был вообще одище привыкать. Первое впечатление, смотрите, граффити тут очень много на стенах. Вот вообще не зря мне напоминает очень сильно Латинскую Америку. Вот мы сейчас едем в Южной Америке, но никак не в Австралии. Здесь есть Medicare, что получается как российский ОМС, и есть частная страховка. У нас есть обе. Частная страховка покрывает только госпиталь. Medicare покрывает технически вне госпиталя, то есть визиты к терапевту и так далее. Сейчас нам надо будет здесь сесть, потом я для блога познакомлю нас. Короче, мы пришли с Юлей, пришли в Чайнатаун, гуляем. Очень большая китайская диаспора и вообще огромный Чайнатаун прямо в центре города. Мы живем в центре города, вчера мы с Артемом вышли таки на улицу.
что мы, как будто мы из Азии не уезжали. Я думаю, с Японии, с Кореи, с Китая не уезжали. Вот мы как были, сначала в Китае, потом в Японии, потом в Корее, и сейчас мы как будто снова здесь же. Пока такая смесь какой-то Азии, Европы, Латинской Америки, что-то такое, такой взрыв мозга невероятный. В Мельбурне мы встретились с моей одногруппницей, даже не одногруппницей. Нет, я была у тебя на пару лет старше. Года на 3 даже, да, Я была у тебя наверное. вожатой, когда ты поступала в Чайке. Да, что-то такое я припоминаю. В общем, мы с Юлей Филолог, учились коллега-филолог. на филологическом факультете Челябинского государственного педагогического университета. Всем, кто нас смотрит из наших преподавателей, привет. У нас, кстати, есть. Да, здравствуйте. Мы с Юлей встретились в Мельбурне. Сейчас Юля нам расскажет немного про жизнь в Австралии. И как тебе здесь живется? Расскажи в двух словах. Двух только. Попала достаточно легко. Я вышла замуж за австралийца. Как везде, знаете, говорят, везде хорошо, где нас нет. Вот так же примерно. Пока мы сегодня переехали, казалось, что будет все замечательно. Когда переехали, оказалось, что те же самые проблемы. Как те же везде, самые как и везде. хлопоты. Центр города — это самое оживленное сейчас будет. В выходные здесь будет пусто, кстати. Половина этих людей вышли с работы. Смотрите, я очень хотела посмотреть, как выглядят австралийские аборигены. И вот эта девушка, она написала, что ее зовут Сара, она абориген, и она рисует сегодня для нас, для того, чтобы мы ей дали какую-нибудь денежку. Самый чистый воздух, который я когда-либо встречала в каком-либо большом городе. Если бы есть специальное приложение с уровнем загрязнения воздуха, в Мельбурне он никогда не повышается, всегда зеленый. Такое можно найти где-нибудь на Пхукете, где нет таких производств. Здесь, если стоишь в трафике, ты все равно прекрасно дышишь. Вода из-под крана самая чистая в мире, именно вот в этом городе. Лучший кофе в мире. Следующий лучший в Перу, но не везде, а здесь прям везде, в любом супермаркете, даже не только в кофейнях. Очень добрые люди. По сравнению со всеми западноевропейскими странами, самая безопасная страна. Никакая европейская страна по безопасности не сравнится. Все трамваи внутри города бесплатные. Все внутри и вокруг это бесплатно на любом трамвае. Мое мнение за время прогулки по Мельбурну о нем очень изменилось. Именно в лучшую сторону. Мне кажется, что тут достаточно комфортно, красиво, аккуратно. Нужно просто выйти за пределы вот этого вот офисного муравейника, и будет гораздо приятнее. Вот мы пришли в китайский рестик, потому что это единственное, что дешево и точно вкусно. В Мельбурне огромная диаспора азиатов. Здесь считается богатыми азиаты, а бедными как раз европейцы. По крайней мере, так мне сказала Юля. Здесь, в даунтауне, в центре, где мы живем, просто кишит все китайскими и японскими, корейскими ресторанами. И, конечно же, где самая дешевая еда за границей? Конечно же, в китайском ресторане. В Китае дороже еда, чем обычно в китайских ресторанах за границей. Поэтому сегодня всего лишь за $23 мы купили половину пекинской утки. И сейчас мы ее возьмем домой и дома будем пробовать. Для тех, кто в Пекине не наелся утки по-пекински, смотрите, какой контейнер полный мяса. Мы выезжаем из Мельбурна к Великой океанской дороге в сторону Аделаиды. У меня для вас загадка. Когда мы только приехали в Австралию, я, не глядя, взяла вот так бутылку воды с полки, поставила ее на кассу и, не глядя, заплатила. Когда я увидела чек, сколько с меня списалось, я такая, в смысле? В общем, я предлагаю вам угадать. Напишите в комментариях, как вы думаете, сколько может стоить вот такая самая обычная бутылка воды в Австралии. А в конце видео я вам покажу ответ на этот вопрос. Понимаете, в Австралии очень прикольная штука. У тебя либо стоит что-то $5, либо стоит $20, либо $25. Вот примерно везде, вот что угодно. Вот это будет $5, сникерс $5, любую хрень ткни будет $5, или 12, или 6, что-то в округе. Мы называем здесь магазины все по 300. Все по 300, да. Приходишь и сразу, это минимальная цена на продукт. В эфире рубрика «Что привезти из Австралии». Самые настоящие яйца мальчика-кенгуру. Мясо кенгуру, вот оно. Микс крокодил, кенгуру и страус.
хаус. Мы решили с Артемом провести конкурс. Мы купили открытки из Австралии. Разыграем 4 штучки. Участвуйте, подписывайтесь, ставьте лайки и ждите открытки из Австралии от нас. Ну что, мы доехали до первой точки Великой океанской дороги. Вроде бы это место называется Angel Sea, как-то так. Вот большая океанская дорога. Сначала в Мельбурн приехали. Б100. Вот мы заехали в Б100. До этого мы по М1 ехали. Вот от Первая этого точка города была вот этот вот Angel Sea. Конечно, очень красиво, но холодно. Нам, к сожалению, в Австралии не повезло с погодой. Вот ровно вот в эти 2 недели, что мы здесь, холодно, а потом будет плюс 30. Ну ладно, надеемся, еще более и более красивых видов впереди. Нас же ждут 12 апостолов. Вся Австралия. Попугаи, смотрите, какие гигантские, как голуби. Я даже ничего не приближаю, наоборот, отдаляю. Он ко мне очень близко. Вот такая она Австралия. Офигенно, просто нет слов. Как они расправили хохолки свои. Я боюсь. Боже мой, это какой-то капец! Боже мой, это какой-то просто сюр. Это просто капец, я никак объясню. Я боюсь. Ой, сейчас все к ним пойдут. Все полетели. Давайте, чуваки, там кормят. Местные не кормят. Кормим, короче, только мы и азиаты. Это прикол. И приехали вот сюда сейчас, на 12 апостолов. Вот он заканчивается, большая океанская дорога. Дальше просто развилка. Либо ты хочешь на шоссе поехать, либо дальше по океану едешь. И вот нам нужно сегодня попасть аж вот сюда. И путь длится 13 часов. Я не знаю, как мы успеем, нам сегодня нужно попасть вот сюда. Мы дошли до 12 апостолов наконец-то. Знаете, как мы запыхались и как далеко идти? Аж целых 3 минуты от входа. А там написано было час идти до апостолов. 3 минуты ровно, не бойтесь, все хорошо. Ну, это на самом деле час, это если ты спускаться хочешь к океану. Но желающих спуститься к океану, как я вижу, вообще нет. Удивительно, конечно, что на 12 апостолов вход абсолютно бесплатный, парковка бесплатная, все бесплатное. И вообще Австралия, знаете, она такая классная, такая комфортная для туризма, потому что вообще никогда никто не пытается тебя развести. Но есть одно но. Тебе просто ставят ценник конь просто. Конь и 2 барана. И вот плати, пожалуйста. Тебе сразу говорят, $1 миллион с тебя. И я тебя не буду разводить. И действительно так и получается. Смысла нет еще больше требовать денег. Обычно такая заманушка, типа мы за 3 копейки, а сверху этих 3 копеек еще 25 копеек сверху. Зато за все, за 5 и за 10. Здесь такого нет. Здесь просто сразу дорого. Надо ехать только тогда, когда лишние $10 не проблема. Потому что в противном случае я не знаю, что тут делать. Ну, даже доширак дорогой. Доширак стоит тоже хороший, нормальный, стоит $5. Знаете, какой офигенный дом на колесах. Вот там кровать, зеркало видно. Мы думаем, что это пластиковое стекло. Там вот раковину видно, кровать. Прикольно. Классный, да? Короче, мы заехали в мотель, который просто нашли. Мы проехали 13 часов. И уже как бы, ну, такое немножечко. Решили заехать в мотель. И вот Ульянка сейчас вам покажет мотель. Мотель стоит $100. У них, причем, очень прикольно то, что у них очень сильно распространены игровые автоматы. Причем в мотелях, в отелях. Да это мы сейчас пришел, покажем. Покажи комнату давай за $100. За $100. За $100. Тут даже нет смесителя, понимаете? Для того, чтобы получить теплую воду, тебе надо ее смешать самостоятельно. Именно такой я себе представляю мотель придорожный. Да. Вот в таком-то захолустном городске, хрен знает где вообще, в какой-то жопе мира. Есть дарт-столик. Амелия сразу побежала играть настольный теннис, но мы ее уже отправили. Вот здесь люди сидят, играют в автоматы. Потом играет караоке, ну или какая-то музыка. Люди смотрят фильмы, пьют пиво, отдыхают.
нас пропустят бесплатно за каких-то $400 туда и обратно. А вот впереди уже остров Кенгуру. Вот он. Его было с берега видно. Мы приехали на остров Кенгуру. Thank you. Thank you. Вот, сейчас Артем будет выезжать. Нас отправили, сказали, что только драйвер может ехать на машине. Ходят всего 2 парома. Но, короче, ходят они раз в час. Каждый час отходит один паром, пока другой здесь швартуется. Ну что, ребята, смотрите, кто у нас тут есть. Боже мой, у меня просто нет слов. Посмотрите. Вот так, просто посреди дороги, смотрите, вот дорога и вот коала. Вау! Доехали мы до крайней точки острова Кенгуру, национальный парк. Тут, значит, есть лайтхаус, понятно, маяк. Погода сегодня капец, холодно и пасмурно, так что хочется только дома спать и пить винишко австралийское, а не вот это вот все. Но выбора у нас нет. Мы находимся на самом юге, конечно, не на самом-самом юге, но вот настолько южно, насколько мы сейчас можем находиться в Австралии. И здесь такая растительность тундровая, все такие маленькие-маленькие растеница, маленькие-маленькие такие кустики. Все вот такое же, как у нас, по большому счету. Вот если приехать куда-то в деревья, будет все то же самое. Остров Кенгуру, и на нем нет практически ни одного кенгуру. Я не знаю почему. То есть их на дороге между Сиднеем и Мельбурном было в 10 раз больше. Так-то красиво, по большому счету, я не жалуюсь. Действительно, здесь очень красиво. Посмотрите, какие скалы, посмотрите, как... Действительно, природа очень красивая. Но вот пока как-то как будто бы не оправдывает ожидания остров Кенгуру. Что мешает нашим пенсикам путешествовать вот хотя бы по России? Это же обычные австралийцы, это люди, которые они не путешествуют по всему миру, они путешествуют по своей стране. У большинства наших пенсионеров их есть машины, у них, в принципе, у многих из них еще есть работа, есть деньги. В России очень мало можно встретить прям реально взрослых людей, там 70 плюс, да, 65 плюс, которые путешествуют. И это очень странно, потому что американцы, канадцы, европейцы и вот австралийцы, они очень много путешествуют. И путешествуют по своей собственной стране, не обязательно ехать куда-то за границу. Для того, чтобы путешествовать, на самом деле не нужно очень много денег. Многие думают, что вот путешествие это всегда очень дорого. Да недорого это, если ты не в Австралии, конечно. Но если задаться целью и путешествовать бюджетно, то вполне можно укладываться в небольшие деньги. В общем, подошли мы к Remarkable Stones, камни такие, просто вот такие камушки, очень необычной формы, смотрите, которые образовались, из-за воды, из-за ветра, такие они прям космические, и цвета. Классно же. Красивые камни, очень красиво. Там написано, что это место может быть очень опасным. Посмотреть, куда вы идете, смотреть, что вас не смыло, не сдуло. В общем, я им верю охотно, особенно во время дождя. И еще здесь, на острове Кенгуру, свой мед. Говорят, что он очень странный на вкус, но необычный и вот такой местный. Мы мед не едим, поэтому мы не покупаем. Вот мы заказали дюжину устриц. Я терпеть не могу сырые устрицы, мы их никогда не едим. И здесь мы их купили только потому, что их приготовили. Сейчас пойдем пробовать. Здесь еще все предусмотрено. Для европейцев, пожалуйста, вилочки. Для азиатов палочки. Я решила взять палочки, мне показалось, им поудобнее есть. В общем, я не фанат устриц, ни готовых, ни сырых. 2000 рублей вот за такую пачку. Но для Австралии, в общем-то, это недорого. Пришли на Сил-Бэй. Это место, где морские котики. За 41, по-моему, доллар с человека можно взять гида, а за 18 просто погулять. В общем, гид, разница в том, что ты выходишь на пляж и можешь к ним подойти поближе. А без гида просто гуляешь между ними. Но так как у нас выбора нет, до 7 вечера нужно что-то делать на этом острове. Здесь шкурки морских котиков, она такая на ощупь странная. Я не знаю, как это... А это вот детеныш. Детеныш более мягкий. Для тех, кто не знает, вот так вот, если вы на пляже видите вот такие штуки, это яйца акул. Блин, вот когда мы уже так будем, а? Ничего, через неделю во Вьетнам. Я также буду. И вот песочек так подгреб.
Позевал такой и зубами такой, ага. Пиво мне принеси. Да-да-да, пиво принеси. Да. У них Потому вообще что- австралийский стиль, они ходят, они могут идти в пуховиках и босиком. А сейчас, кстати, тема такая, у них тут по всем новостям я видела, вся Австралия это обсуждает, что их, значит, осудили всякие там иностранные туристы за то, что они ходят босиком. Ну или в шортах, то есть для них абсолютно нормально быть здесь в пуховике, а тут в шортах, там, либо во вьетнамках. Не потому, что у них денег на обувь нет, ну просто вот так и мне нравится. Написано, они не ленивые, просто они очень устали, потому что они до 100 километров проплывают вокруг острова Кенгуру. И очень много еды, очень едят, и много энергии. Сейчас они, уже нажравшись, наевшись, переплывают сюда отдохнуть. И написано, что типа не трогайте их, это их место, их отдыха, поэтому типа они не ленивые, просто уставшие. Это теперь мой девиз. Я не ленивый, я просто уставший. Все понятно. Все понятно, да. Сейчас вот к нам бабулька подошла такая: ребята, вы откуда? Мы такие: ну, мы из России. Ну, она сказала, что я здесь уже была много лет назад, здесь холодно, у нас там на Голд-Косте тепло. И вот мы с Артемом рассуждаем, на самом деле в самой Австралии смотреть так-то нечего. Если ты живешь в Австралии, у тебя есть там 5, 6, 7, может быть 10 мест, куда ты можешь съездить, вот так вот посмотреть. А дальше, чтобы лететь за границу, недалеко, всего лишь 8 часов. До ближайшего, вот куда ни плюнь, ну, наверное, на Бали лететь часа 4, то сначала нужно добраться до северной точки Австралии, и только оттуда будет часа 4 до Бали. Здесь любая заграница, минимум 8,5 часов лететь. Местные путешествуют, и они путешествуют активно, пенсионеры активно путешествуют по стране. И несмотря на то, что большинство из них здесь уже были по 10 раз. Вот сейчас бабушка сказала, я здесь уже была, правда, давно, и вот мы снова приехали. Посмотрели мы этих новозеландских морских котиков. Раньше я никогда не замечала, чтобы морские котики воняли. Но здесь просто адовый запах какой-то мокрой, холодной псины зимой. Вот такой вот, фу, они просто отвратительно пахнут. При том, что мы их 100 тысяч раз видели. Дошли до пещеры, посмотрели целую кучу морских котиков, спустились вниз. И вот эта пещера, это, наверное, обложка острова Кенгуру. Все ее знают, все на ее фоне фотографируются, снимают. Место красивое, действительно прям классно. Мы пришли с огромным удовольствием, такая как дыра в море. Иногда люди могут дойти только вот до верхней точки, а здесь все в воде, потому что, видите, здесь вот все в каких-то водорослях. Вот тут Непонятно. хорошо видно. А если вам нравится наш канал и вы хотели бы видеть нас в новых странах, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки. Еще мы добавили ссылку для donation. Если вам хотелось бы каким-то образом отблагодарить нас за это видео, вы можете по ссылке в описании к ролику какую-то небольшую денежку нам оставить. Поэтому сейчас подписывайтесь, ставьте лайки, подписывайтесь на мой инстаграм. У нас серия выходит с задержкой, а в инстаграм я показываю наше путешествие в прямом эфире. Поэтому вы там можете следить за нами, следить за нашими путешествиями и раньше всех знать, в какой стране мы сейчас оказываемся. Ну что, поехали дальше. Я вам покажу жилье, которое мы сняли на острове Кенгуру за 420 австралийских долларов за ночь. Здесь такой домик, большая гостиная. Бабам-бабам-бабам, а он достаточно большой. Одна комната с туалетом и вторая комната с туалетом. И это все, что тут есть. Есть обогреватель и есть вид в сад. И удовольствие за те же деньги было бы в 10 раз больше. Но ты выбрала Австралию. Австралия. Победное путешествие, либо разочарование века. Все-таки ближе ко второму. В принципе, вся. Ну, Сидней прикольный, да, мне понравился. Мельбурн тоже ничего, такой там в центре города погулять. Но вот просто ногу поставить и все. И как бы, ну, не стоит оно того на самом деле. Свалили с острова Кенгуру на 3 часа раньше. Слава богу, был паром пораньше. Нам удалось поменять билеты. Потому что находиться там, вообще там скукота смертная, делать там нехрен на острове Кенгуру, которых не было. Вот смотрите, мы просто ехали мимо, и таких полей целая куча. Вот просто поля с кенгуру. Возьми, иди сюда. На.
Ты хочешь еще? Ты еще хочешь? Вообще классный, да, на ощупь? Мечтал погладить кенгуру? Да, вот я хотел погладить кенгуру. Все, сбылась твоя мечта австралийская. Здесь вот свободный бегает кенгуру. Вот он, абсолютно свободный. И при этом здесь в загоне кенгуру за решеткой. У нас есть... И там вот еще куры. У нас есть подозрение, что, возможно, их выращивают на мясо. Но другого объяснения нет. Вот там, наверное, люди... И, может быть, им будет не очень понравиться то, что мы кормим их кенгуру. Только что мы познакомились с одной девушкой с Украины. Вообще очень приятно. У нас очень много в течение наших путешествий было украинцев. И они всегда такие отзывчивые, такие добрые. Никогда нет никакой, да вообще даже намека на какую-то агрессию или еще на что-то. По понятным причинам мы никогда не показываем их в нашем блоге и не будем показывать. Пообщаться с ними всегда интересно. И вот сейчас мы познакомились с девушкой, которая рассказала все то же самое, что говорила Юлька из Мельбурна. Вот конкретная цифра она говорит. Смотрите, мы работаем вдвое. Если ты хочешь выжить в Австралии, должны работать двое. Нет такого, что муж работает, жена отдыхает. Зарплата 150 тысяч долларов. Мы такие с Уленкой, а давайте-ка теперь умножать, перемножать и делить. 150 тысяч долларов до налогов. То есть 35% сразу минус на налоги. Остается 97 тысяч. Да, 97 тысяч условно, да. То есть, ну ладно, 100 тысяч, хорошо. Умножаем это дело на 60. Ну, примерно там 600 тысяч зарплаты у тебя. Я могу сказать, что с зарплатой в 600 тысяч тут ловить нехрен. Ребят, мы приехали в Кливленд Wildlife Park. Пойдемте посмотрим, что в этом Wildlife парке возле Аделаиды говорят здесь прикольно. Вот мы секунду назад разговаривали про цены. Мы зашли в зоопарк, я просто отдал $100 за вход в зоопарк и за 2 пачки еды для животных. Да, вот просто 6 тысяч рублей за то, что мы просто вошли в зоопарк. Это к вопросу про местные цены. Не про 660 тысяч долларов. И про зарплату, охрененную зарплату по русским меркам. Позволять животным от нас убегать. Если он не хочет, не подходить к нему. Можно кормить животное, можно даже трогать за попу, со стороны попы. И надо быть внимательным к кенгуру, потому что если они встают на задние лапы, это значит, что они проявляют агрессию. Если он сидит, значит, он спокойно, его можно гладить, можно кормить. Но если он встал на задние лапы, есть вероятность того, что он может быть агрессивным и может ударить. Поэтому очень важно с ними быть осторожными. Вот смотрите, у них в Австралии считается, что азиаты очень богатые и обеспеченные приезжают сюда, такие типа прибавле. Азиаты, индусы и так далее. А в чем прикол? Они живут в своей Азии, зарабатывают деньги в своей Азии или в Индии. Зарабатывают нормально, но и тратят мало. А здесь ты зарабатываешь много, но и тратишь ты тоже, очень много. Поэтому у них считается, что азиаты очень богатые и обеспеченные здесь все. Ты разогнал экономику, у тебя все стоит дорого. Условно интернет, который у нас стоит 1000 рублей, здесь тебе будет стоить 10 тысяч рублей. Ну, я примерно говорю, да. То есть за каждую услугу ты просто разогнал цену на эту услугу, и все. А толку с этого нету. Да, ты зарабатываешь много, но и тратишь ты еще больше. В Корее же тоже типа все дорого. Наобум говорю, допустим, 20 вон стоит пиво. Но где-то поковырявшись, найдя баклажечку, а не в баночках покупая, где-то что-то как-то, допустим, там 1,5 вона-3 вона. В Австралии такого нет. Если все стоит 5 долларов, оно везде все стоит 5 долларов. Дешевле ты не найдешь, в принципе. Очень велик риск лесных пожаров. Пожары вообще здесь абсолютно нормальное явление. Вообще природа Австралии очень адаптировалась к постоянным лесным пожарам, к постоянным засухам. У нас вот это дерево, эвкалипт называется, оно растет в Сочи, называется оно бесстыдница, потому что сбрасывает шкуру. А для чего это дерево сбрасывает шкуру? Как раз для этого, для того, чтобы снова восстановиться и восстановить всю вот эту вот систему вот этого дерева. Смотрите, вот эти вот кенгуру, большие, накачанные, мускулистые, это красные кенгуру, они самые большие. Такой вот как легнет, смотри, какой он мощный. Тём, он больше тебя. Не хочешь с ним подраться? Он какой-то мускулист, он тебя сейчас сожрет нахрен. Блин, я боюсь, Тём, не провоцируй его. Ля какую бицуху раскачал. Вот кто это? Кто ты? Киборг, помноженный на вечность. Поснимай меня? Да, я снимаю. Сожрет? Ну, судя по всему, они привыкшие. Вау. Вау. Там мешают люди, да? Ой, сколько угодно тебя можно лапать. Он такой классный вообще. Я не могу себя поспать от счастья.
Знаете ли вы, почему в Австралии столько сумчатых и почему именно в Австралии? Если у вас есть какие-то догадки, поставьте сейчас на паузу и напишите в комментариях, как вы думаете, почему в Австралии именно сумчатые существа. Чтобы ответить на этот вопрос, вам достаточно задуматься. Представьте себе для сохранения вида, если рождается малыш, и в этот момент кто-то один должен выжить, либо мама, либо малыш. Как вы считаете, кому нужно выжить для сохранения вида? Здесь очень часто горят леса, это первое. А второе, Австралия это очень засушливый регион. Здесь большая часть страны это пустыня, когда нет ни воды, ни еды. Так вот, сумка сумчатым существам в Австралии нужна для того, чтобы мама могла в любой момент сделать аборт. У мамы стоит выбор, либо погибнуть самой, либо избавиться от детеныша и таким образом сохранить себе жизнь. Видали, у него в сумке малыш, беременная валаби. Офигенно! Ну что, ради этого мы и ехали в Австралию, правда? Мы говорили, что нам не нравится. Ну, конечно же, это круто. Где еще в мире это возможно? Только здесь. Если вы приедете в Австралию и вы собираетесь в Аделаиду, даже не тратьте время на зоопарк в Сиднее. Если у вас есть возможность попасть всего лишь в один зоопарк по всей Австралии, выбирайте этот. Программа «Максимум» на Австралию у нас выполнена. Если вчера мы ехали такие вот с острова Кенгуру, вообще что-то не зашло, побывав в этом зоопарке, мы видели все. Всех погладили, всех покормили. Если вы думаете, ехать ли на остров Кенгуру, не едьте, лучше оставайтесь в Аделаиде, потому что на острове Кенгуру очень дорого и вообще не стоит того вот вообще. Ну и разве что, если вы не видели никогда морских котиков, тогда там, ну ладно, еще можно. А здесь подешевле можно найти жилье в пределах $100. Понятно, что это будет мотель такой засраный, но по крайней мере не за 250, хотя бы у вас есть хоть какой-то выбор. Сейчас мы сдаем машину, вообще такое мы видим впервые. Мы сдали машину вот этой компании East Coast. Приезжаем, подходим к ним, говорим, вот мы хотим сдать машину, они говорят, так вы просто оставьте ключи в машине и можете ехать по своим делам. В Австралии очень популярны рейнфоресты. Это такие австралийские джунгли. У нас было свободное время, мы решили это время потратить. Здесь очень много папоротников, густых растений. Ну, такие джунгли, только австралийские. Попадаешь как будто в парк юрского периода, да? Там что-то такое было с огромными папоротниками. Я такое только в фильмах видела. Про страшных динозавров. Да, самый прикол, что это не пальмы, это папоротники. Была бы это пальма, ничего такого бы. Но это папоротник. А еще что интересно, вот смотрите, здесь вообще никого нет, мы абсолютно одни. Пришли одни, там вот только индусы какие-то сидели, кушали. Все оборудовано, туалет, пожалуйста, чистейший, прекрасный. Вот, оборудована тропа. Вот иди просто по дорожкам, чтобы никакая змея тебя не сожрала по дороге. Вот настолько все для людей сделано, прям... Мы проехали 4000 километров, туалет, отдыхальня, скамеечки, туда-сюда. Вот каждое какое-то количество километров. Очень удобно, прям для путешествий прям все супер. И на дорогах все предусмотрено. Каждое какое-то количество километров, двойное расширение дороги, чтобы грузовик слева ехал, а ты его мог обогнать. Причем практически на всех дорогах. Очень удобно, вот само движение устроено в Австралии. Общались с подружкой по поводу переезда в Австралию и все остальное. Она такую классную мысль сказала. Вот говорит, вот люди, которые переезжают, мы сейчас не говорим про тех, кто переезжает на хорошей должности, зарплатой там $200 000 в год, айтишники, нет. Мы говорим про обычных людей, которые рвутся в США, в Австралию, везде жить и работать тут гастарбайтерами. Вот они сначала страдают в России, как им плохо, или Беларуси, или где угодно, как им плохо, они умирают, как у них ужасное государство, как у них все отвратительно. Потом они переезжают сюда и страдают здесь, потому что здесь медицины нет, зато заплати, за все заплати, за 5-е заплати, за 10-е заплати, но зато всем они рассказывают, какая у них классная зарплата. Но только то, что они из этой зарплаты 99,9% тратят и при этом ничего не оставляют, не могут ни путешествовать, не могут себе позволить нормальную машину, нормальную квартиру, ничего себе не могут позволить, но это они умалчивают, зато у них вот большая зарплата. А то, что в итоге они потратили, это и осталось у них вот столько. Об этом никто вам никогда в жизни не расскажет из иммигрантов в США и Америку. И вообще, я в свое время уехала из США
Хотя это была американская мечта, я думаю, что все подростки моего возраста, того там 17-18 лет, мечтали остаться в Америке. Я, конечно, была не исключением, но когда я пожрала вот этой вот американской мечты, я в какой-то момент поняла, что драить толчки и жарить котлеты я больше в своей жизни не хочу никогда. Мне хватило 4 месяцев драить толчки и жарить котлеты. Искать себе мужа, на шее которого ты будешь сидеть, там какого-то мексиканца, который тебя будет абьюзить и за каждую копейку тебе предъявлять. Так себе идея в Америке, когда оставаться. Для того, чтобы нормально работать, зарабатывать в Америке и в Австралии, да и вообще во всей вот этой вот околоевропейской тусовке, тебе нужно иметь как минимум местное образование. Местное образование стоит очень дорого, очень дорого. И в тот момент, да и сейчас у меня таких денег нет. Поэтому на простым смертным, вот если переехать в Австралию или в Америку, это только драить толчки, тележки развозить. Ну нет, извините, я этого не хочу. Я только что закрыла свой японский гештальт. Здесь вообще в Австралии очень популярны вот эти вот кафешки с суши на лентах. На ленте. Я очень хотела попасть в такую же в Японии, но нам так и не удалось, потому что были просто дичайшие очереди туда, такие, и буквально несколько штук всегда по городу. А здесь вот в Австралии просто в торговом центре, смотрите, какая огромная. В общем, это был мой незакрытый гештальт, я страдала, что я не попробовала суши на тарелочках, и вот мне это удалось. Смотрите, здесь цена зависит от цвета тарелочки. Вот цвет, и от этого зависит цена. Вот я взяла 2 по 4,50, то есть мы заплатили $9 австралийских, это где-то рублей 500, наверное, 520 за 4 сушенки, за 4 роллинги. Но ничего, в качестве экспириенса, в качестве опыта мне прям очень понравилось. Прям очень вкусно, на удивление вкусные очень суши. Наконец-то можно себя почувствовать миллионером с золотой картой, потому что мы сняли, в последние 2 дня нормальный дом, офигенный дом. Плачу не за сраную конуру по $200 в день. Мы заплатили $250 за 2 дня, причем американских, а не австралийских. Давай покажем, что мы имеем. Гостиная 1. Первая гостиная, огромная кухня со всем необходимым. Это вторая гостиная с панорамным окном. Ну, я показала, да. Одна гостиная, вторая гостиная. Туалет. Туалет 1. Туалет 2. Ой, с ванной, душевой кабиной, боже, с окном. Амелия, ты сегодня тут будешь кайфовать. Комната номер 1. Ой, боже мой, комната 1. Комната 2. И здесь что? Тут еще должна быть спальня 3. Офигенно. Просто с панорамным окном мы здесь остаемся. Подожди, это еще не все. Еще один огромный санузел, боже мой. Я впервые в жизни плачу гигантские деньги в Австралии, и ты понимаешь, за что ты эти деньги платишь. Ну что, друзья, вот и закончилось наше путешествие по Австралии. Да, оно было очень неоднозначным, да, оно было странным. Да, это путешествие, которое, наверное, немножко, ну не то чтобы разочаровало нас, но мы, наверное... мы все поняли. Мы все поняли. Мы, наверное, ожидали чего-то совсем другого за те деньги, особенно которые мы заплатили. Но это опыт, это прожить жизнь и побывать в Австралии обязательно стоит, правда? Вот если ты не видел чуда в жизни, можешь сюда приехать, может быть, ты увидишь чудо, но так чуда нет. Да, но все-таки я считаю, что один раз в жизни стоит побывать в Австралии. Все-таки Австралия – это та страна, где хотя бы один раз в жизни обязательно каждому стоит побывать для того, чтобы своими глазами увидеть, какая она. Так же, как США, так же, как стоит побывать в Лондоне, так же, как стоит побывать в Рио. Минимум хотя бы на 2 недельки, но это минимум 2 недельки, чтобы понять вообще быт, жизнь и все такое. Но мало того, что мы пробыли здесь уже больше 2 недель, мы проехали 4000 километров. Это, самое длительное, одно из самых длительных наших путешествий за такое короткое количество времени. А сейчас подписывайтесь, ставьте лайки и погнали с нами смотреть дальше удивительные и красивые страны. Ну что, друзья, вот ответ на вопрос, сколько стоит бутылка воды в Австралии. Давайте я вам покажу. Так вот, бутылка воды в Австралии стоит $5 за штучку. 300 рублей за бутылочку воды. Вот так.